Друзья, всем привет! Приехал Infiniti 2003 года. Вот с таким звуком от стетоскопа на левую голову кажут. Прям четкие щелчки, вот он прямо в руку отдает. Пока не знаем что, разберем и вам покажем. Друзья, всем еще раз здравствуйте. Разобрали финика вот этого. Жалко, материться нельзя. Короче, сняли клапанную крышку, нам это ничего не дало, там все красиво, это голова, причем левая мененная, видно, что она там такая вся светленькая, красивая. Вот, сняли переднюю крышку, это нам тоже в принципе ничего не дало, увидели только вытянутую цепь практически до конца. Ну, фазики как бы относительно неплохо. Сняли поддон, в поддоне нашли вот такую штучку, магнитицу. Вот. И больше мы ничего не нашли. Когда сняли голову, пришлось снимать головку, мы обнаружили... Так, что-то мы опять без подготовки начали снимать. Мы обнаружили... Эндоскоп, кстати, нам тоже ничего не показал. Вот эти белые пятнышки мы видели, но не смогли понять, что это такое. Потому что эндоскоп у нас как бы... Ну, разрешение, скажем, такое, не самое лучшее, он у нас не самый крутой. Но самое главное, что он у нас есть, и мы с ним хоть что-то можем сделать. Вот. Короче, что получилось? Застучал, значит, получается, если с этого считать, 4-й цилиндр. И стук, который был, отдавал именно прямо вот рукой держишься, и вот он прямо сюда долбил, прямо бам-бам. Получается, это вот так. То есть стучавший шатун, вот он, люфт его понятен, да? Вот еще раз. Вот я увел вниз. Ну сколько тут ходу? Несколько миллиметров. То есть и в поддоне это остатки, видимо, вкладыша. Вот. А стук был, это поршень бил по голове. Причем он бил не постоянно, а бил... То есть, если обороты мотор набирает, он, допустим, может бам-бам-бам, потом тишина, потом опять бам-бам. Ну, короче, почти как гайка в цилиндре. Вот. Когда грязь в цилиндре попадает, ну, какая-то металлическая. Звук примерно такой же. И вот следы на головке. То есть, вот и вот. Колотило не то, чтобы прямо сильно, но касание было. Вот, башка это, видно, что она свежее, чем та. Она светлее, красивее. Но обошлись с ней что-то как-то не по-людски. Тут такие риски прямо жесткие вот. Но они не газили. Следов прорыва не было. Но зарубы прямо сильные. Тут вот маслечко у нас. Так они на герметике, суки, поставили. Ты представляешь? Прокладку головки поставили на герметик. Молодцы, ребята. Так что вот такая беда. Клиент оказался готов к такому раскладу событий. Покупал машину, знал, что мотор тут не совсем добрый. Сколько-то поездил, он у него загремел. Ездить он на ней перестал. Приехал к нам и сейчас просто заказываем контрактный мотор и ставим. Ну, клиент сказал так. Я вроде предложил, давай вроде разберем, промеряем, продефектуем. Может быть, тут еще, кстати, не так все вроде бы. Тут еще даже хон местами виднеется на цилиндрах. У поршней люфт как бы не сильно, да ё-моё, наша суперская медь джедая. Поршни вроде как бы относительно не сильно болтаются. По нагару видно, что если расход масла был, то он был, ну, в пределах разумного, то есть ничего тут такого запредельного, критичного. Вот. Ну, клиент сказал, будем ставить контрактный. Тут, кстати, вот еще ноу-хау ЕГР, заглушечка такая стоит из алюминия. На болтиках. Ну, в мотор лазили, и, видимо, лазили-то так. Собрать лишь бы на продажу и кривыми руками, видимо. По-другому это не назовешь. Так что вот, всем успехов. Видео сейчас опубликуется, а по поводу дальнейшей судьбы, если мы его, когда его достанем, разберем, или, допустим, у клиента что-то поменяется, то будет продолжение истории с фиником. Все, всем пока.